Я советовать никому ничего не буду, чтобы мне потом писали «спасибо за совет, я теперь на морозе стою и работы нет». Специалист не должен замыкаться только на основной работе, он должен делать пэт-проекты. Если вы делаете инди-игру, это фактически просто это бизнес-проект. Дизайнер продукта — это наполовину продакт-менеджер. И он должен уметь и думать о бизнесе так, как думает продакт-менеджер. Я не для того учился там 10 лет, чтобы сейчас Вот. и включать, из-за меня там что-то будет генерироваться. Нужно просто принять, что мир меняется, посмотреть на шаг вперед и подумать, а где я могу в этом новом мире и как я могу там работать. У тебя есть различные AAA игры и так далее, но Game of the Year получает инди-разработка. Всем привет, меня зовут Саша Устинов. Сегодня у нас новый выпуск дизайн-подкаста. Я фаундер дизайн-агентства Bears Brothers. Еще я провожу дизайн-конференции в Белграде, в Нови Саде. И сегодня у нас в гостях замечательный Сергей. Как правильно говорить, Терновой или Терновых. Терновых, да, потому что у тебя в разных местах там... Где-то у меня терно просто. Да. Сергей Терновых. Сейчас это дизайн-директор Nexters. Все верно. Вот, но у тебя интересная очень история, биография, и мне кажется, как раз сейчас можно про это сказать. Расскажи немножко о себе. Да, меня зовут Сережа. Я сейчас работаю в геймдеве в компании Nexters на Кипре. Работаю там дизайн-директором, отвечаю, по сути, за весь, не только визуал, но еще за нарратив, за саунд, в том числе еще и за UX-исследования. Но я сам человек изначально не из геймдева. Я сначала приходил, мой путь начался в Яндексе, откуда я уходил дизайн-директором поиска. И после этого у меня был еще трехлетний отрезок, когда я работал в стартапе, пришел совсем молодой и работал там уже в роли CPO. И в целом довольно, я думаю, сегодня про это тоже что-то затронем, эту тему, но тоже был довольно успешный период жизни. Вот. Сейчас живу и работаю на Кипре, вот к тебе заехал в гости. Спасибо большое. Как тебе Белград, кстати? Ты был здесь в Белграде до этого или это первый раз? Я один раз был, когда летел транзитом в Барселону. На Кипре не было прямых рейсов в Барселону, пришлось здесь. И мы специально остановились здесь на 3 дня. Очень приятный, интересный вайб. Классный город, как мне кажется, многие замечали, что это некого вайб Москва 2010 года. Очень зелено, особенно после Кипра. На Кипре, сейчас, летом. Вообще там Сахара. Здесь очень приятно. Люди классные. То есть впервые, в прошлый визит впервые повстречал сербов и был удивлен их гостеприимством. Клево. Супер, спасибо. Ты выступал на дизайн-фестивале, который вот был вчера, и рассказывал как раз вот про свой необычный опыт, да, про то, что ты поработал в бигтехе, потом в стартапах, сейчас в большой, на самом деле, геймдев-компании. И ты как бы сравнивал, да, в своей лекции вот этот весь свой опыт. И мне кажется, сегодня будет интересно как раз тоже про это поговорить. Расскажи коротко в начале, да, ключевые отличия между вот этими 3 твоими состояниями, да. В чем глобально ключевые отличия, особенно с точки зрения дизайна? Индустрии или моего состояния? Индустрия, понятно, да, но вот как бы как ты себя ощущал, чувствовал в этих 3 разных сферах, как ты себя ощущал как дизайнер, или там как дизайн-директор, или там CPO, но в CPO, я так понимаю, все равно ты был связан с дизайном во многом. Это интересный вопрос, я про него не думал, потому что, кажется, я всегда ощущаю себя довольно бодро и одинаково хорошо, но сейчас чуть задумавшись, каждый раз, когда я меняю сильно индустрию, будь то бигтех, будь то стартап, будь то геймдев, получается, что я в некотором роде каждый раз обнуляюсь, и начинаю впитывать очень сильно в быстром темпе в начале новые знания, которых у меня не было до этого. И это очень дофаминогенерящая штука, потому что когда я уже долго, допустим, 6 лет проработал в Яндексе, я понимал уже все процессы, как там устроены, я мог расти дальше, было очень круто, обожаю вспоминать про свой опыт. Но тогда как раз я перешел, стал в стартапе, где на самом деле процессы совсем другие. И то же самое произошло и в геймдеве. Опять же, все на корню изменилось. Есть какие-то фундаментальные вещи, которые в IT везде связаны,
но при этом в каждой индустрии очень большие свои особенности. Например, если, как вчера тоже говорил, если корпорации в основном, ну и продуктовые компании решают боли своих пользователей, то в геймдеве ты работаешь с эмоциями, с дофамином. Ты даешь людям как раз эмоции, а не, не боли решаешь. И вот эти знания по тому, как работать с этими эмоциями, какими методами, это как раз то, что мне удалось и посчастливилось начать впитывать сразу, когда я перешел сюда, Мгм. в Nexters. А в стартапе в чем было отличие, кроме того, что ну, как-то меньше упорядоченности и так далее? Больше ответственности упало на тебя, наверное, там. Ну, смотри, много чего. Да, и, во-первых, ну, для меня было ново то, что я стал CPO. Мгм. Я, по сути, отвечал как раз и финально за дизайн, но у меня был талантливый как раз дизайн-лид Слава Баринов, который там, вот, ну, ты видел наш сайт, и который как раз... Да, давай только скажем людям, что это за стартап, потому что не все. Да. После того, как я поработал 6 лет в Яндексе, я переехал на Кипр и попал в стартап. Тогда еще у него не было имени, был только технический прототип, но в итоге сейчас он называется Lovi, сайт Lovi Care. И его, наверное, в дизайн-сообществе многие знают как сайт, который фичерил Фреймер у себя на главной. Фичерил, мне кажется, чуть ли не полгода. Мы были прям вот типа на первом этаже или на втором у них на лендинге. Получили очень много, в том числе наград. Получили, ну, Framer Site of the Month, получили всякие эворды, но эворды, я не помню, там HM, как это называется, Honored Mention, Мгм. какая-то так, не очень награда. Еще получили пару, ну, много, на самом деле, упоминаний, получили клевый охват, но в целом мы как раз там делали такой AI и дизайн-ориентед продукт, и он получился, на самом деле, достаточно классным. Вот, ну и когда я туда перешел, то есть я перешел на роль CPO, и это было, ну, там огромное количество различий с бигтехом. Например, ну, то, что у меня ответственность за весь продукт, когда его еще нет. То есть нужно, перед тобой туман войны, ты не знаешь, вообще залетит твоя идея, нет, есть ли там product fit или нет, product market fit или нет, и тебе нужно все это происследовать, понять, куда идти. Следовательно, на самом деле в стартапе у тебя еще ожидает очень много пивотов, потому что ты туда пошел, там тупик, развернулся, пошел в обход, там опять тупик, и вот так идешь, пока ты не найдешь product market fit. При этом как раз проблематика еще была в том, что конкурентов особо не было. И я skincare, то есть в уходовой косметике, довольно свежая тема была на тот момент. И нам было сложно бенчмаркаться об других, поэтому мы везде были во многом пионеры. И это тоже очень тяжело, потому что в корпорации ты обычно делаешь то, что не такие продукты прям с нуля, у которых нет бенчмарков. Ну и, наверное, очень важная часть, что отличие в корпорации, если там у тебя проект не удался, ты пошел заниматься другим проектом внутри корпорации, ротировался и так далее. Если в стартапе у тебя не залетело, все на мороз. Можешь пойти на рынок, Да, искать новую работу. да. Слушай, ну вот интересно на самом деле, у тебя как бы такая биография, такой путь, который немножко противоречит тому, о чем говорят сейчас, в том числе какие-то карьерные консультанты. То есть как будто дизайнеров сейчас любят делить вот по бизнес-необходимостям, так скажем. Ты, например, там интерфейсный, там ты Мгм. продуктовый, ты там, не знаю, шрифтовой, ты еще кто-то. С точки зрения бизнеса это очень правильно, да, потому что тебе нужен человек, который вот чем-то занимается таким. Вот. Но у тебя только мультидисциплинарный, получается, подход, еще и с большим заходом в бизнес, когда ты вот в стартап ушел, а потом сейчас у тебя с большим заходом, ну вот то, что ты говоришь, в эмоции, в дофамин, еще в такие вещи. Почему ты так смело, такие смелые шаги делаешь? Посоветуешь ли ты другим также смело себя вести? Или это просто какой-то уникальный, рисковый такой эксперимент, и такой рисковый человек, что попробую заделать такую штуку? Ну, я советовать никому ничего не буду. Не хочу, чтобы мне потом писали «Спасибо за совет, я теперь на морозе стою и работы нет». Вот. Но если почему... Ну, я просто человек такой. Во-первых, каждый раз, когда я устраивался на новое место работы, ну, я говорил, продавайте мне челленджи. То есть не так важен на самом деле проект, очень важна команда, с кем делаешь, и важно, какой большой челлендж у тебя есть. Потому что мне нравится как делать то, что у других
ну, часто не получается. И то, что это очень сложно, и то, что я на самом деле до этого и не пробовал. Получается, что вот как раз перейдя в стартап, у меня был этот челлендж, ну, типа, я вообще не был в этой сфере, никогда не работал, не в стартапах, ну, потому что наш основной рынок был США, Мгм. в Яндексе основной рынок Россия, и это абсолютно разные миры, разные подходы, ну, и в геймдев, когда я приходил, и мне делали офферы, я тоже интересовался, какой челлендж вы передо мной ставите, потому что мне нравится их решать. И банально это все идет, ну, for fun, ну, для удовольствия. Я просто знаю по себе, что я могу, ну, во всей IT я в целом понимаю, что я могу разобраться, неважно, какой это домен. И чем больше доменов я охватываю, тем у меня в итоге больше копится экспертизы. И у меня банально нет просто страха переходить из одного домена в другой, потому что, ну, я сейчас думаю, ну, в целом я довольно успешно закончил свою карьеру в Яндексе, я довольно успешно прошел стартап. Ну, типа, не получится сейчас, ну окей, пойду в другую организацию, ну, на рынке не буду долго сидеть на морозе, если Мгм. только сам свой стартап не открою. Вот, поэтому, ну, у меня не было такого страха, потому что, ну, типа, вроде не голодаю. И всегда, знаешь, а, я за то, чтобы работать в удовольствие, а если ты работаешь за деньги, то ты не можешь перформить очень сильно, поэтому я всегда Мгм. ищу то, что Вызов. вызов, работу в Вызов, удовольствие. удовольствие. Классно. Смотри, а можешь чуть подробнее рассказать, да? То есть вот подробнее между вот глобальным... Мне кажется, это самые такие полярные у тебя опыты. Это бигтех и геймдев. Вот. Можешь рассказать коротко или, может, чуть подробнее, да, вот эти глобальные отличия, что требуется там, может ли человек из одной сферы перейти в другую, на что надо обращать внимание? Да, если еще брать, наверное, геймдев пару лет назад, как ребята мне уже рассказывали, что, допустим, было в геймдеве на этом рынке несколько лет назад, то разница была очень большая. Геймдев во многом вырос из маленьких студий, где все было в рамках той же стартап-движухи. Вот. Многие были самоучки, просто люди, у которых страсть к играм, и они как раз росли вот так. В бигтехе люди, которые, ну, во многом идут, у них есть специальное образование, как раз на продакт-менеджера, например, и так Мгм. далее, или на продакт-дизайнера. У них есть очень много теории, очень много практики, и вот очень много продуктовых процессов, которые выстроены, как правильно исследовать пользователя, как решать вот там Double Diamond, все фреймворки и так далее. В геймдеве этого было меньше, и если говорить как раз, можно ли переходить или нет, я вчера в лекции это тоже упоминал, что мне кажется, нужно, потому что в обоих этих доменах люди обладают теми компетенциями, которые, на удивление, не обладают люди в противоположных. И вот мне кажется, что не обязательно дизайнерам, потому что мне сложно все время выделять только дизайнеров, но продактом, дизайнером, работающим в геймдеве и умеющим работать с тем же лайв-апсом, с новым контентом, с эмоциями, как работать постоянно, возвращать человека, чтобы он не заскучал, чтобы у него был высокий ретеншн, а не только решать проблемы, как вот это донести до продуктовых компаний. Продуктовые компании этого еще не умеют. Не Ну, умеют. а? Не умеют, да? Ну, мне кажется, не, потому что продуктовые компании, как изначально говорил, они решают боли. Да-да-да. Они, ну, зачастую. Я не про все проекты, наверное, какой-нибудь видеостриминг чуть меньше болей решает, он больше как раз с Мгм. дофамином. Мгм. Вот. И там, наверное, люди получше как раз с этим взаимодействуют. При этом из продуктовых команд люди могут переходить, как и я, в геймдев и приносить с собой экспертизу как раз в продуктовых проектах, в продуктовых методиках, процессах. Потому что здесь в различных командах, особенно сейчас, мне кажется, только в больших студиях, ну, возможно, и средних, не буду говорить за всех, налажены какие-то продуктовые процессы. Ну, и я сейчас работаю с тем, что мы очень сильно как раз перформим, идем в сторону, чтобы наладить больше продуктовости, чтобы у нас были правильно организованы как раз команды, чтобы они работали эффективнее, чтобы мы лучше, меньше делали
билдов с новыми фичами, которые очень, работали бы не так, как мы задумали. То, что там очень много было бы отрицательный фидбэк. Как сделать так, чтобы у тебя, допустим, препродакшн был намного качественнее, чтобы когда ты уже это разработал на клиенте, чтобы это уже точно зашло людям. И вот здесь как раз, с одной стороны, ты можешь принести процессы и понимание очень хорошего, продуктового дизайнера, понимание UX, а из геймдева это работа на самом деле с UI, с эмоциями. И, что я еще заметил, мне кажется, для дизайнеров из геймдева перспективное направление — это как раз различный motion дизайн и VFX дизайн. Потому что как ты знаешь, типа обычные продукты и приложения, в них достаточно мало смелых, больших анимаций или движений. Все очень на микроинтеракциях. Микроинтеракциях, да, ховеры там плюс-минус. Вот. И, возможно, здесь есть как раз место, где ребята могут себя приложить, потому что в этом у продуктов явно есть некий дефицит. Ну, сейчас же все говорят о том, что вроде как решение задачи базовых сценариев. Давайте сейчас думать о том, как давать больше эмоций, чем отличаться на рынке от такого точно же удобного приложения у конкурента. И здесь как раз, мне кажется, в этом есть возможность выделиться. Ну да, выделиться, там еще что-то сделать. И да, у гейм-индустрии, они же там все, собственно, в вовлечении, да, то есть должно тебя вовлекать. Да, если человеку не нравится эта игра, на рынке такая конкуренция, что он не будет, он лучше либо сериал посмотрит, либо рилсы позалипает, потому что, мне кажется, что любой продукт, неважно, игры или ChatGPT тот же, их один из главных конкурентов — это до сих пор Instagram, TikTok, которые все борются за внимание пользователей. Здесь тебе, конечно, нужно выделяться. Но сначала тебе нужно научиться решать их боль. Потому что проблема, если мы поговорим, например, про про множество стартапов, одна из проблем, что люди сначала, особенно когда дизайнеры начинают делать стартап, они начинают о том думать, как его сделать красиво, а не как его сделать удобно. Сакральная истина, что ты можешь его сделать уродливо, но если он будет решать задачу, он будет лучше. Поэтому про выделиться — это круто, но для меня это, нужно не забывать, что это надстройка, да. Понятно. Интересно. Смотри, вот получается, работал в бигтехе, работал в геймдеве. Вот расскажи про геймдев. Ты упомянул то, что геймдев — это во многом очень конкурентная среда, такая там гиперконкуренция, да? То есть на уровне даже может быть сильнее, чем на обычном стартап-рынке. Я не знаю, сильнее или нет. Вот. Но звучит так, что как будто бы вообще идти не надо, либо только в какую-то крупную уже успешную студию, но делать что-то свое там не надо. В маленькую инди-студию тоже, скорее всего, тогда идти не надо, потому что шанс на успех не очень высокий. Но люди хотят делать игры, люди идут туда. Вот что ты скажешь про это? Опять ты мне просишь какие-то советы давать. Не могу выделить здесь геймдев относительно остальной индустрии. Мне кажется, гиперконкуренция сейчас везде. Посмотри на количество стартапов, посмотри на количество больших организаций, посмотри на количество игр. Их всего уже, у нас капитализм, и всего уже очень много. Поэтому и выживают при этом самые сильные. Не могу сказать, стоит ли идти в инди-разработку или нет. В любом случае, инди-разработка точно жива, потому что даже это в прошлом году игру года взяла. Да, она жива, потому что во многих крупных игровых компаниях сейчас обратная проблема. Они слишком осторожны. Это как стартапы. Они погрязли там в каких-то согласованиях многоуровневых и часто очень теряют за всем этим. Давайте мы сделаем так, чтобы никого не обидеть, условно говоря. И теряют ту самую привлекательность живую. Зачем, собственно, люди играют. И ты знаешь, этот тренд, когда люди уходят из игровых студий, делают свою, и у них сразу там первая игра там взлетает куда-то, потому что они как раз накопили, им не давали на свободу выпустить все свои идеи, да, они ушли и сделали что-то очень классное. Да, но ложку дегтя — это же все равно звучит как ошибка выжившего. Да. Сколько людей ушло из Гугла и создали прекрасный стартап, а сколько ушло и через год вернулись, потому что не работает. Мне кажется, очень похожая ситуация, сравнивать геймдев и инди, то же самое, что сравнивать бигтех и стартапы. Да, ты можешь создать, и когда у тебя есть сильная своя концепция того, что ты хочешь, в целом
ты вроде знаешь, у меня там, допустим, свои 2 проекта. Один там AppIcons, второй Pushkin, про push-нотификации, а Мгм. второй про поиск логотипов. И в целом я считаю, что каждый специалист не должен замыкаться только на основной работе, он должен делать пэт-проекты. Потому что на пэт-проектах он получает дополнительные знания, которые и не может получить, когда делает типа, слишком в комфортной среде и так далее. Вот, он должен попробовать сам пописать код, сам сделать UI, интерфейс, грубо говоря, в одиночку и так далее. Попробовать рекламу, а как маркетингом заниматься. И здесь, кажется, инди очень похоже на это. Даже Мгм. будучи в геймдеве, ты можешь работать над своей инди-игрой и пробовать свои силы. Тем самым ты будешь, на самом деле, давать импакт и своей материнской компании, в которой ты работаешь на 5-2. Вот. И потихоньку работать над пэт-проектом. Стоит ли уходить из больших компаний в Индии? Не готов давать рекомендацию, кажется, своя Каждый главная. свой, да. Да. Ну, я слышал разные точки зрения. Кто-то говорит, я начал делать инди-игру и на этом выгорел. Тут ведь, мне кажется, еще надо подходить к этому как к бизнесу все-таки, потому что если ты делаешь инди-игру как бизнес, ну, как вот как действительно, как проект, который должен взлететь, Мгм. это один подход. А если ты делаешь инди-игру, чтобы реализовать свои просто какие-то мечты, это совершенно другой подход. Ну, потому что ты можешь правильно сделать все, когда делаешь инди-игру, у Мгм. тебя будут шансы на успех выше гораздо, чем просто ты сделаешь то, что тебе лично нравится. И мне кажется, в этом, наверное, может быть совет, что, ребята, если вы делаете инди-игру, это фактически просто это бизнес-проект. Надо думать об этом. То есть надо думать о маркетинге, надо думать о том, какие механики работают на рынке, ну, имеют больше шанс взлететь, какие меньше, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, как распределять там свои Да, силы и производство, иначе можно утонуть в этом во всем и помереть. да, согласен. В целом, примерно про то же мы говорили, когда про стартапы, типа, и красоту. Тебе Да, сначала нужно научиться, там есть еще перед этим пункт, даже перед тем, как решать проблему, тебе сначала нужно узнать, есть ли эта боль вообще, и эта проблематика. И здесь нужно тебе провести исследование. Мне кажется, с точки зрения и инди-игр, но все то же самое. Ну, у тебя может быть супер концепция, и этот как раз, то, что я сейчас буду говорить, это не относится к 100% инди-игр, потому что где-то ты можешь своей концепцией опередить мышление текущего поколения, и на самом деле в исследованиях будет казаться, что это не нужно, а на самом деле будет взрыв. Но в 90% случаев перед тем, как разрабатывать игру, тебе хорошо бы происследовать, вообще будет ли она интересна или нет, и подумать а вообще, как ты ее будешь маркетировать, как ты будешь ее дистрибутировать. Поэтому здесь хорошо бы, ну, если ты планируешь эту дистрибуцию через мету, через креативы, тебе хорошо бы запустить тестовые креативы, посмотреть, какой у них там cost per install, сколько они стоят, вообще хороший ли CTR и так далее, мгм, есть ли смысл. Потому что если ты делаешь игру, которая, допустим, похожа на Clash Royale, да, или на Hero Wars, мгм. в котором я работаю, вот, то ты должен понимать, что ты будешь с ними конкурировать как раз и в Фейсбуке. Поэтому тебе нужно понимать, а ты вообще сможешь с ними конкурировать или нет. Поэтому перед тем, как даже как запускать Unity или Unreal Engine и начинать что-то кодить, тебе нужно по-хорошему происследовать вообще, стоит ли туда идти или нет, и поискать, на самом деле, возможно, тот креатив сначала, с который будет тебя уже как раз и вести Двигать, вперед. да. Ну, Мгм. либо ты берешь другую вообще направление, и ты думаешь, так, я не буду через креатив, а буду через микроинфлюенсеров, через инфлюенсеров распространяться, это тоже популярная методика, но про это как раз я бы думал в самом начале, после того, как... Да, они после того, как ты уже все написал, и думаешь, а как сейчас это начать продавать? Слушай, интересно еще, знаешь, вот сразу несколько вопросов, по порядку пойдем. Э, Про UX, ты вот сказал про UX в геймдеве, но вот интересно, кажется, каждый раз, ну это больше консоли касается, конечно, чем мобильной разработки. Каждый раз, когда открываешь какие-нибудь игры, думаешь, господи, что это, миллион этих кнопок, все вот это вот. Но потом, конечно, ты приспосабливаешься к этому, начинаешь играть, шпилить. Но ты вот как человек из продукта, ну, из бигтеха, что ты про это думаешь? Почему оно так? Почему, когда ты первый раз открываешь какую-нибудь игру, то там думаешь, что ничего вообще не понятно, какой-то страшный интерфейс. Ну, если говорить про мобильную разработку, то в ней тренд меняется. А если говорить про ПК-разработку, там еще есть более вот эти ПК, олдовые консоли, да. подходы. Мгм. Да, более олдовые подходы, когда заходишь и сразу на тебя выгружают весь Да-да-да-да-да. интерфейс, довольно сложный.
где-то еще очень много арта, который тебя на самом деле путает. Я, так как перешел в мобильную разработку, игровую, могу за нее говорить, и смотрю, анализирую рынок, вижу, что уже если у тебя не проработан интерфейс, на самом деле даже анбординг или FTUE, First Time User Experience, когда человек скачивает, когда человек видит креатив, скачивает эту игру, открывает ее, начинает играть, если у тебя вот здесь UX не проработан, ты будешь иметь очень огромный дроп на воронке, Мгм. потому что люди, ну, тоже ленятся, и когда им тяжело, они в мобилках Они включают, скипают да, просто, да. потому что это у тебя фри-то-плейные игры зачастую, и мне ничего не проблема скачать другую. На консолях ты обычно их покупаешь, ты готов, за то, что ты уже инвестировал там $40, ты готов инвестировать Посидеть, побольше поразбираться. времени, да. И на играх, получается, ты когда, ну, мобильных, ты зашел, и тебя идет вот этот тутор или втуе, где Мгм. тебя сначала у тебя вообще нет, может не быть интерфейса, потом появляется одна кнопка, потом вторая кнопка. Короче, все сделано как раз для упрощения, чтобы когнитивные функции мозга вообще не возбуждались, не напрягались, Мгм. чтобы ты на автомате это делал. И Мгм. получал просто бесплатный дофамин. То есть в самом начале тебе важно получить бесплатный дофамин, по сути, и вот так через игру, через простые манипуляции в ней разобраться. Поэтому UX в мобилке точно уже хорошо Уже вышел лучше. вперед. Мгм. В ПК и консолях, ну, тоже заметно, что ну, я, допустим, люблю играть в Fortnite, но там, В кажется, Fortnite все довольно хорошо, все да. хорошо. Поэтому вот мне кажется, что везде становится лучше, везде вот эти процессы, все тоже начинают понимать, что UX очень важен, и люди начинают действительно учиться также дополнительно. Я знаю, что люди, с которыми я работаю в геймдеве, параллельно там уходили, тоже учились на курсах, повышали Мгм. квалификацию, Мгм. потому как правильно работать с UX. Ну вот, и по сути я пришел сейчас, год назад уже, получается, в Nexters, и тоже делюсь своей экспертизой, как, что, где строить То и так есть далее. все-таки надеемся, что постепенно это все исправится. Уже Уже исправляется. исправляется. Да. Супер, супер, супер. Расскажи про твой опыт, про мультидисциплинарность. Как ты думаешь, в какой из этих индустрий, ну, в каких из этих сфер, где ты работал, опять же, в бигтехе, в стартапах или в геймдеве, где все-таки надо быть более мультидисциплинарным дизайнером, а где можно вот копать свой огородик и радоваться этому? Не знаю, мне кажется, нигде. Но, опять же, есть два лагеря. Одни за то, чтобы делить людей по узким специальностям. Я из другого лагеря. Я за то, что как раз дизайнеры и вообще другие специальности были мультидисциплинарны. Когда я работал в продукте, то мое мнение было такое, что дизайнер продукта — это не просто дизайнер продукта, который делает интерфейс. Дизайнер продукта это наполовину продукт-менеджер. И он должен уметь и думать о бизнесе так, как думает продукт-менеджер. Он мог бы просто отвечать за UX, ему вот дали проблему, он по UX подумал и так далее. Но он должен думать как раз и как продукт-менеджер, какие бизнес-метрики, как на самом деле запускается эксперимент, даже понимать, как метрики анализируются. И благодаря этому у нас выросло в поиске большое поколение очень крутых специалистов, которые стали арт-директорами везде. И в геймдеве, ну, мне кажется, то же самое, потому что есть, ну, отличие геймдева, там есть UX-дизайнеры, есть UI-художники, есть вообще просто художники, есть гейм-дизайнеры, это люди, которые больше похожи на продакт-менеджеров, но с большим влиянием именно на UX. И я за то, чтобы дизайнеры в геймдеве тоже были мультидисциплинарными, и чтобы UX, UI-дизайнеры думали так же, как гейм-дизайнеры, типа, и как продукт-оунеры. Почему они делают, зачем это делают. Чтобы художники понимали, когда они рисуют новые скины, они должны понимать, что компания эти скины продает. И KPI не выполнить, не сделать 3 скина, а сделать, допустим, один скин, но чтобы он продался очень хорошо. И вот когда люди начинают думать вне своей только парадигмы, думать чуть шире, и вся компания, мне кажется, получает профит. Понятно, интересно. А, Ну и мне кажется, это хорошо, знаешь, вот такой подход бьется сейчас с тем, что происходит на рынке с точки зрения внедрения AI-инструментов, потому что чем ты уже, тем, ну, с одной стороны, не то, что тебя проще заменить, но тем ты больше, мне кажется, сосредоточен на каких-то вот хардах.
да, ты вот глубоко прокопался, ты умеешь вот что-то вот прям очень хорошо глубоко делать, Мгм. да, но вот сейчас приходит AI, и вот сейчас ты про это тоже, наверное, скажешь, AI, конечно. да, и то, что он там выносит некоторые уже, ну, не специальности, но некоторые кусочки процесса очень сильно забирает. Расскажи, что сейчас с AI происходит в геймдеве, что вы Мгм. там у себя делаете? Ну, если говорить про Nexters, про Hero Wars, то мы, конечно, не стоим в стороне. Мы э, проверяем и стараемся интегрировать AI там, где он полезен. Э, Стараемся делать эффективным. То есть не так, что это у нас какой-то факультатив, один человек из компании этим занимается. Нет, на самом деле в целом мы стараемся выстраивать философию, что давайте не будем консерваторами, потому что в начале, когда появился как раз AI, ну, LLM-ки, появилась когорта людей-консерваторов, которые отказывались просто взаимодействовать с Да. AI, потому что он украдет или Ну, мне вот там некоторые люди говорили, я не для того учился там 10 лет, чтобы сейчас ну вот. и включать, из-за меня там что-то будет генерироваться. Да. Это, если, мне кажется, если это был год назад, за год он мог и изменить свое мнение. Изменил уже свое мнение Вот. этот человек. Да. Вот. Я помню, как Procreate, вроде бы, я не знаю, они изменили эту политику или нет, приложение для iPad, когда для рисования на iPad, что они выступили против AI, у них запретили все AI-плагины. Ну, что-то там было такое, я сейчас уже не помню, да. Вот, наверное, у них еще, наверное, осталось. Нельзя так быстро перебываться. Но, в общем, у нас это... Мы стараемся переходить на то, чтобы люди не были консерваторами и подсвечивать то, что, как, ну, какой профит от этого может быть, если мы это эффективно интегрируем. Например, не скажу, что мы этот проект начали, но у нас, если не ошибаюсь, 9 у игры Hero Wars 9 озвучек, локализаций Мгм. на 9 языков мира. И мы, на самом деле, ну, как команда тратим большие какие-то деньги на На переводы. локализации. Да. При этом у нас 9 языков. А кажется, что если настроить хорошо процессы, то мы можем где-то здесь сэкономить, а где-то, на самом деле, расширить количество языков, на котором будет поддержка. И это я к тому, что... Потому что, мне кажется, когда в арте, в дизайне говорим про AI, мы сразу потенциально говорим про как он всех вышвырнет на мороз, вот, Мгм. который в некотором будущем. Поэтому мы здесь скорее про то, что думаем, как сделать так, чтобы он дал больше выхлопа, больше импакта, а не просто заменил чью-то работу. И это с точки зрения как раз переводов, Мгм. например. С точки зрения художников мы в ряде работ как раз в ряде направлений получили уже хороший результат, ты где-то на 30-40% что-то улучшили, не во всех. Допустим, и я не во всем еще хорош достаточно, чтобы мы могли использовать, ну, в Hero Wars играет 500 тысяч человек ежедневно, и мы не можем просто делать ширпотреб, просто Ну исходя да. из того, что это просто AI. Нет, мы выдерживаем свою планку качества и смотрим, где его можно использовать, там мы как раз его используем. Где нельзя, мы не трогаем, потому что у нас и так очень талантливые художники, дизайнеры. И, например, ну, чем могу поделиться, а, у художников мы делаем иногда какие-то царь-арты, например, на обои и так далее. И AI нормально помогает решить проблему того же чистого листа, когда художник сначала сам рисует скетч, отдает как раз в одну из LLM, она нагоняет как раз первый вариант, дальше как раз генерит различные изменения инпейнтингом, различные позы, эмоции, и потом в итоге это доводит до того качества, которое нужно нам. И получается совместная работа художника, как оператор LLM, и как художник, который, знаешь, как редактор у книги. Вот Мгм. он, и есть кто-то писатель, а он как редактор. Мгм. И вот, и он помогает как раз сделать, помогает LLM помогает ему сделать вместе работу, и это получается иногда в 2 раза быстрее, чем они делали до этого. И это круто, потому что мы тоже, если сказать, мы делаем каждый сезон новый трейлер к игре. И раньше мы их делали дольше, потом с различными плагинами, как некоторые AI-плагины, некоторые не AI-плагины, мы как раз это оптимизировали и сейчас делаем в 1,5 раза быстрее, чем делали раньше. И здесь важно, что это ну, хорошо думать крутые кейсы, где их применять и использовать. Мгм.
Ну, это ты с точки зрения бизнеса сейчас все рассказываешь. А с точки зрения человека, вот обычного, например, специалиста какого-то, все равно все пока звучит так, что в профессию входить стало тяжелее, потому что, ну, как бы меньше стала необходимость в каких-то джунах, там еще в чем-то. Мгм. Вот. И какой-то потенциальный риск, что тебя выставят на мороз, все равно как будто бы есть. Ну, там, твою работу там, сделает меньшее количество людей, например, с помощью LM, или, может быть, вообще чисто LM сделает. Вот. Ну и вот тут, мне кажется, как раз важен вот этот момент мультидисциплинарности, да, потому что когда ты мультидисциплинарный, ты видишь возможности в том числе. Не просто ты что-то умеешь, но ты, например, понимаешь, ну, во что, может быть, надо сейчас инвестировать свое время, перестроиться, или еще что-то сделать. А если ты сосредоточен на чем-то одном, то это, конечно, тяжелее маневрировать. Ну, я согласен с тобой. Единственное, что про мультидисциплинарность, это тоже не совсем, мне кажется, про джунов. Ну, это не про... Ну, а вот как, кстати, сказать, смотри, знаешь вот эти все истории даже про инди-разработчиков, когда человек, даже, может быть, он никогда не был в гейм-индустрии, но он Мгм. сам стал писать код, но он делает все сам. Какие-то арты, Мгм. тексты, музыку. То есть фактически, да, он мультидисциплинарный человек, хотя он фактически джун. Но он не боится просто, знаешь, пробовать сам что-то делать разное все вместе Не, ну в собирать. этом плане это круто, во-первых. Ну, то есть я тоже помню, что когда я попал в поиск, я сам и кодил, Мгм. и помню, очень гордился, когда мой код появился в продакшене прямо на поиске, маме показывал. Вот, это помогало. Но да, и я при этом я верстал сайты в бытность, когда был фрилансером, дизайнил и сам верстал сайты. Мгм. Вот, и попал в Яндекс, я начал кодить. И здесь, ну, это очень крутой навык, когда ты еще, да, будучи, можно сказать, в какой-то специальности джуном, но у тебя есть насмотренность уже вокруг, ты лучше понимаешь, как все системы, все винтики работают. Мгм. Потому что я много раз сталкивался во всех индустриях, что когда дизайнер занимается вот исключительно своим направлением и не понимает, как его дизайн на самом деле, как те же Unity-разработчики взаимодействуют, как они верстают его макеты, то этот дизайнер автоматически проигрывает Да. другому, который понимает, как это работает. Потому что в нем как раз больше багаж знаний, он заранее оптимизирует какие-то вещи, которые не будут реально сделать, и сделать быстрее. И если, ну, да, возьму свои слова назад, типа джуны могут быть дисциплинарными, да, вот. И что говорить им про AI, ну, мы не, по крайней мере, в арте и в UX-дизайне, ну, в моих отделах, мы особо сейчас джунов не нанимаем. Не могу сказать, что... Ну, я не думаю, что им станет хуже в Nexters, чем сейчас. При этом я думаю, что если ты джун и ты обладаешь навыками, с одной стороны, как ты говоришь, мультидисциплинарности, с другой стороны, ты открыт как раз к всему новому и можешь благодаря этому делать то, что у других занимает в разы больше времени. Например, ты можешь сделать на презентации на собесе шоу-кейс, опять же, благодаря AI, какому-нибудь тому же Хиксфилду AI, сделать классный шоу-рил того, что ты сделал, ты получишь как раз больше профита и больше вероятность на то, что ты придешь. И компания не будет бояться тебя взять. А как ты правильно заметил, если ты уже мультидисциплинарный, и ты внутри компании, то ты уже стоишь больше, чем Узкий любой AI, специализирован, чем да, узкий любой. специалист, Мгм. чем просто AI, потому что если использовать вместо тебя AI, то да, какую-то часть работы твою сделает, но в другой ты был спец, и ты синхронизировал. Нет, она не сделает, поэтому тебя нельзя будет заменить. Да, да. Скорее, ты будешь таким арт-директором различных AI-агентов, которые должны работать на твое Ну, благо. это звучит, кстати, классно. Я еще думал, знаешь, мы вчера про подобное разговаривали, Мгм. я думал про, не знаю, как, рынок часов Мгм. обычных, наручных. И раньше когда-то они все делались вручную, Да. потом появились как раз, не знаю, Casio. Не помню историю часов, какие первые Ну, машинное производство машинное уже когда. производство. Мгм. А, Ну, японцы это все сделали, там, и там, я помню, была история тогда, по чуть ли не 50% швейцарских брендов закрылось вообще, ну, потому что не смогли конкурировать по точности и по
Ну, Поделись. рынок изменился Рынок просто. изменился, И в целом это происходит очень часто. Машины появились, да, рынок изменился, да. интернет появился, все товары ушли, все люди, которые продавали условно в оффлайн-магазинах, на рынках, такие, а как? Типа, нам теперь нужно как-то через Wildberries продавать. Мгм. И здесь, мне кажется, то же самое. Человек такое существо, которое умеет по своему существу адаптироваться. И всем нужно просто принять, что мир меняется, и адаптироваться, найти в том, посмотреть на шаг вперед и подумать, а где я могу в этом новом мире и как я могу там работать. Потому что, ну, вроде бы много изменений во всех индустриях произошло за последние 100 лет. Но вроде мы все живем, и Вроде особенно... да, не сказать, что прям кто-то совсем помирает. Мне кажется, ну, наоборот же, это количество людей, которые там живут хуже, оно постепенно сокращается. Ну, кстати, да. Ну, вообще, если в целом-то говорить, то, судя по демографии, еще работы на всем хватит, потому что людей становится меньше, да. А работа как бы вроде как не прекращается. Расскажи, может быть, чуть подробнее про то, какую роль дизайн-директор выполняет в гейм-индустрии. И, может быть, до тебя такой роли и не было. Может быть, ты как раз что-то новое, ты об этом вскользь чуть-чуть говорил, что ты новые подходы привносишь, что-то Мгм. перестраиваешь. А скажи, пожалуйста, чуть подробнее про это. Ну. Да, я не могу сказать, я не особо знаю по индустрии много ли дизайн-директоров еще в геймдеве и какая роль до конца у них. Давайте поэтому буду говорить за себя. Мгм. Моя главная роль и задач, ну, несколько моих задач. Первое — это создавать, ну, помогать вместе с остальной командой менеджеров и продвигать вижен того, куда мы идем. И вижен, ну, с точки зрения как раз и визуала, и продуктового подхода, как мы будем добиваться этого результата. И в том числе, ну, допустим, действительно так, у меня большая UX-экспертиза, на мне много что складывается из скиды задач на то, как улучшить, допустим, тот же препродакшн. Вот я про него несколько раз уже говорил. И это одна из моих ролей. Ну, то есть сейчас это амбассадорство того же UX и Vision. Вторая моя, наверное, функция. У меня довольно неплохо развита эмпатия, и в целом ощущение к бизнесу, я довольно неплохо понимаю аудиторию. Ну, так сложилось. Не супер навык, просто обычно то, что мне кажется должно продаться, зачастую продается не всегда, но работает. И здесь я как раз также, и моя роль делать так, чтобы наши интерфейсы и арт, грубо говоря, продавался. Как сделать так, чтобы наши те же скины, новые герои были оформлены так, чтобы люди хотели их покупать, чтобы они как раз и были довольны своей покупкой, что очень важно, чтобы у них эмоции правильная покупка вызывала. Третье — это подо мной сейчас отделы, не помню, перечислял, это нарратив сценарий, саунд-дизайн, видеодизайн, арт со всеми художниками 2D, 3D, с которыми спайн-анимации, VFX-анимации, UX, UI дизайн и UX-исследование. Это вот то, что UX-исследование было для меня в Heroverse. Сейчас очень крутой отдел. И вот моя задача, как взять всех этих ребят, очень крутых в своих специальностях, как найти как раз между ними синергии, как это оптимизировать так, чтобы мы стали делать продукт намного качественнее, эффективнее, и при этом, чтобы он работал как раз еще сильнее на эмоциях игроков. Как сделать так, чтобы водораздел между теми же гейм-дизайнерами и художниками был меньше, чтобы как сделать так, чтобы каждая единица моего отдела думала о том, а как они могут своими крутыми скиллами помочь игре, игрокам, бизнесу, всем расти и получать больше положительных эмоций. Поэтому в целом, с одной стороны, это vision, а с другой стороны, это отлаживание продуктовых процессов, третье — это работа над синергией между командами, чтобы они чувствовали себя мультидисциплинарными. Окей. Но я так понимаю, что в том числе ты как раз и инновации, да, привнес, что-то перестраиваешь потихонечку, да, там улучшаешь. То есть из бигтеха то, что у тебя вот этот опыт притащил, то есть Стараюсь. стараешься. Окей. А скажи, вот как ты думаешь, большому дизайн-боссу надо что-то уметь делать руками и делать руками продолжать? Или это как бы уже не важно, и надо вот как раз заниматься синергией и вот всем остальным?
Опять же, думаю, за себя говорить или вообще? Слушай, А, говори, мне кажется, за себя, но и вообще тоже можешь. Что тебе мешает сказать? За всех? Конечно. Это, ну, это твоя точка зрения просто, она... Я умею делать руками, с одной стороны, еще в большей степени в стороне UX, да, но мое в итоге мнение, что большому начальнику, если у тебя много подчиненных, то тебе важнее уметь как раз дать вот это направление, куда идти, и сделать так, чтобы все работали эффективно. То есть ты все-таки здесь менеджер. Вот. И отчасти, наверное, где-то арт-директор, потому что ты как раз визуальный вижен тоже передаешь. Мгм. И я, на самом деле, у нас супер талантливые арт-директора, но я вот работаю, и я им полностью доверяю то, как нужно как они сделают визуал. Но моя задача — это задать вектор, показать, например, референсы, куда мы идем, почему мы туда идем, почему туда стоит идти, и передать им вот как раз откалиброваться между нами и передать им вижен, который они уже будут воплощать. Ну и в этом плане у меня не то, что я сейчас много работаю руками, то есть в фигме составляю макеты, но на самом деле я в фигме провожу все равно каждый день, ну, провожу это обычно так. Я вижу, что идет работа над каким-то макетом, я беру его, копирую себе, переставляю, допустим, блоки, где-то добавляю, где-то стикером налеплю, где-то карандашом нарисую, то есть такой из палок и того самого Мгм. собираю и передаю опять же vision. То есть Мгм. у меня нет задачи сделать идеальный макет, потому что я тогда потрачу очень много времени, Мгм. а это время могу потратить на другое. Типа, мне важно показать своими руками или чем-то вектор, куда нужно всем идти, и они прекрасно идут. Я имел в виду еще то, что профессия дизайна, она все равно во многом прикладная, да, и даже если ты большой босс, то нужно как бы понимать, как что-то работает, Конечно. ну, чтобы не просто абстрактно накидывать комменты. Я думаю, ты тоже там уделяешь этому внимание, да, разбираешься в каких-то вещах. Ну, конечно, здесь, особенно если ты лид, то лид, ты, конечно, должен максимально во всем быть супер крутым хардскилловым специалистом в этом направлении, потому что мне сложно представить лида, допустим, нарративного продюсера, человека, который пишет тексты, который будет не понимать принципы того, как строится сюжет, что такое, не знаю, путь героя и так далее. Мгм. Поэтому у лидов, да. Но с точки зрения меня, хоть у меня этот нарративный отдел есть, у меня есть какое-то понимание тоже про архетипы, про то, как строится сюжет, почитал несколько книг, но я в этом не профессионал. Но у меня есть понимание того, что нам нужно и почему это нужно, и правильная как раз аргументация. Вот мы хотим сюда прийти, и потому что потому. Мгм. Вот, и я отвечаю только себе на вопрос, соответствует ли это тому или нет, стоит ли это тестировать или стоит ли это переделать. И здесь мы как раз уже обсуждаем следами, и важно, как мне кажется, для любого начальника умение, очень важный, очень сложный скилл на самом деле, умение делегирования и доверяться как раз компетенции моих сотрудников. Мгм. Потому что вот они делают, и мне нужно тоже в какой-то момент понять, что так, все, окей, я ему доверяю, берем эти варианты, хватит, если буду продолжать кошмарить, ревьюить, Все то пойдет. человек выгорит. Да-да-да. Тогда такой вопрос. Как дизайнеру научиться быть, как ты говоришь, менеджером? Как ему научиться делегировать? Как вот попробовать вот над этим всем расти, над своими обычными задачами? Потому что у дизайнеров тоже есть такая ловушка, знаешь, вот я хочу контролировать конечный результат идеально, да, то есть чтобы Мгм. все было так, как вот пиксель в пиксель, да, и люди, многие в этом видят как раз свою, в том числе, главную роль, такую охранительную, скажем так, ну, Мгм. конечного результата. Вот у тебя этот путь уже произошел, расскажи, поделись, как ты рос, как ты поднимался от дизайнера дальше все выше, 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 выше и пришел вот к дизайн-директору. Ты клевую вещь сказал про то, что некоторые дизайнеры любят быть таким хранительную функцию нести. А, Это очень совпадает с тем, что я рос иначе, потому что важно, ну, как мне кажется, да не, я уверен, важно строить не заборы, когда ты ставишь свою компетенцию выше всего и, и говоришь всем нет, 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 так нельзя, так нельзя, так нельзя. Круче всегда и растут те ребята, которые не думают, как сказать нет, а думают, как сказать да.
докапываются до того, что ты хочешь, допустим, как заказчик пришел ко мне, и что ты хочешь, понимаешь твою истинную проблему, которую ты хочешь решить, и придумываешь, как дизайнер, как ее решить, возможно, даже лучше, чем он предложил, и умеешь это до него донести. И поэтому здесь вот очень важно для роста быть не человеком, который постоянно говорит «нет» и охраняет, и говорит, у меня великая компетенция в продакт-дизайне, типа, нет, так нельзя делать. А тот, который, если не отказывает, то рассказывает почему и предлагает другое решение, которое еще лучше. Таким образом, люди начинают тебе больше доверять. И потому что ты с ними становишься коллегой, а не просто человеком, у которого завышенное эго. Второе, но на самом деле самое, наверное, главное, чему я учил раньше всех дизайнеров, это задавать вопрос «зачем?». Продуктовых дизайнеров учил, потому что часто, когда люди выполняют что-то, они сами себе не задают вопрос «зачем?». Они получили задачу в Jira, выполнили, отлично, задача закрылась. Но они не решили ее, на самом деле, потому что кто-то, не только они, но, допустим, продакт-менеджер тоже не подумал «зачем?» до конца. В итоге получается плохой результат. И я думал «зачем?». И даже было у меня упражнение для моих дизайнеров, когда я видел, что у них плохо с этим, они плохо понимают, что они делают, я заставлял их под задачи писать сразу первый коммент, то, как они поняли задачу, и часто это бывало, что это не совпадало. И благодаря вот тому, что они начинали писать, они потом откалибровывались и понимали, вот зачем мы делаем эту задачу. И это важно понимание, что ты должен понять, зачем ты делаешь, потому что только тогда ты сможешь сделать ее лучше и сможешь, соответственно, вырасти. Ну и третье, это уже конкретно про меня, не бойтесь брать ответственность. То есть на самом деле я рос из-за того, что каждый раз я рос из-за того, что мне говорили: Серег, смотри, вот здесь лежит что-то не очень хорошо пахнущее. Хочешь еще себе это в нагрузку взять? Надо разгрести. Да. Я такой, да давай. И разгребал. Поэтому мне зачетка наполнялась, грубо говоря, хорошими оценками, мне больше доверяли, и я рос. Потому что ты растешь, когда тебе можно доверить больше ответственности. Если ты не демонстрируешь, что ты можешь брать на себя больше ответственности, значит, зачем тебе? Мне кажется, сейчас очень хорошую вещь сказал про доверие, да, то есть, что тебе должны доверять, и тогда у тебя как раз пространство для роста в том числе возникает. И вот охранительная функция, она не очень бьется как будто бы с доверием, да, потому что доверие это как бы, в первую очередь к человеку, который может сам разобраться, сам сориентироваться, выстроить какие-то связи дополнительные, какую-то коммуникацию, а не просто, знаешь, сидит и охраняет макет, типа, условно. Вот. Это... 100%. При этом нельзя и обратную сторону, то есть я не говорю, что ни в коем случае не должно быть противоположным, что у дизайнера нет своего мнения. И он, выполняет просто, да, так не подошло, сказал ладно, менеджер, переделаю. Ладно, переделаю. То есть вот таких людей точно заменит AI. Да. Потому что они не думают о том, как решить проблему, они просто руки в этом моменте. Поэтому он должен именно думать не о том, как запретить, не о том, как согласиться, а именно думать о задаче и как сделать ее лучше всего. И вот тогда и будет только некий компромисс, на самом деле лучшее решение, которое будет вин-вин для всех сторон. Давай я такую провокационную штуку скажу. Смотри, давай возьмем 100% людей, да, и 100% людей, все равно, это знаешь, как с предпринимателями есть, там 6%, 10% населения, которые готовы быть предпринимателями. Потому что то, о чем ты говоришь, это очень похоже на предпринимательство. То есть там задать себе, брать на себя ответственность, выстраивать коммуникацию, задать себе вопросы, а что я вообще делаю в этот момент? А зачем это вообще кому-то нужно, да, и так далее. А их там какой-то процент ограниченный, да, и больше их обычно не становится, то есть их не то, что их не растет количество. Всегда есть там определенная пропорция людей, тех, кто что-то там придумывают, тех, кто там хорошо воплощают, тех, кто просто что-то делают. И таких тех, кто просто что-то делают, их там, сколько, процентов 50, наверное, может быть, даже, я, может, даже преуменьшил, может, и больше. То есть можно ли сказать, что их все 50% заменит AI, и они пойдут на мороз? Потому что то, о чем ты говоришь, такие вещи, это не все могут делать. Мне кажется, больше психологических
психологических вещей, боязни какой-то ответственности, страха за нагрузку дополнительную на себя, еще что-то Ну, такое? отвечая на вопрос, нет, я так сейчас не думаю. Ну, про 50%. Почему? Потому что я даже не захотел немного переобуться. Мгм. Так как я все-таки как бы сужу по себе и говорю про рост примерно про свой карьерный путь, то я говорю про людей, которые хотят расти как раз руководители, как менеджеры и так далее. А, На самом деле, многое из того, что я говорю, относится ко всем, но все-таки я говорю про свой путь. Мгм. Есть при этом во всех и в продуктовых компаниях, в Nexters, ну, в Hero Wars, в GameDev, есть ребята, которые индивидуал-контрибьюторы, эксперты в своей области, они не хотят расти как менеджеры, они не хотят руководить людьми, но у них невероятная страсть, например, ну, как раз к 2D-арту. Мгм. И такие люди есть, и очень круто, если они у вас есть, потому что они растят как раз экспертизу в своем домене и помогают как раз ее распылять на остальных людей. То есть они могут быть даже не руководителями, а просто как экспертами. У нас даже есть такая роль эксперт. И вот для них, ну, действительно, это все равно к ним подходит то, что не говори нет, вот, потому что они тоже могут что-то охранять, не в нашей там палитре и так далее, не наш стиль. Вот. А уметь разобраться — это тоже скилл, который им тоже поможет здесь вырасти, чтобы их считали вокруг тоже все экспертами. Но, например, им, да, возможно, меньше нужно брать ответственность из другого домена, Мгм. потому что им это не в кайф. Типа, зачем мне из другого домена? Я не хочу... Я с Unity вообще почти никак не связан. Разобраться, как, там, не знаю, арт с Unity работать, хотя у нас разбираются, ну, допустим, кому-то это не нужно, то не надо лезть туда, ну, не надо насильно это делать. Поэтому есть IC, то есть individual контрибьюторы, которым рост, базовые рекомендации такие же, но все-таки они немного отличаются, потому что я в первую очередь говорю про менеджеров. Окей. Как ты думаешь, куда развивается сейчас индустрия геймдева? То есть, что будет через какое-то время? Все там крупные компании все поделят, захватят, и не будет новых игр. Ну, потому что вот в мобильной сфере, например, сейчас основное препятствие это, ну, маркетинг, да, то есть Мгм. все продается через маркетинг, практически, ну, очень мало, когда там какая-то супер штука стрельнула и как-то там сама по себе распространилась. Вот, и получается, чтобы тебе твой проект был успешным, нужно правильно сделать маркетинг либо деньгами, либо какими-то другими договоренностями и так далее. Вот, не является ли вот этот контроль за каналами или там денежный контроль или ценовой ценз какой-то тем, что новые проекты будут где-то тихонечко умирать и будут только вот глобальные какие-то ребята богатые? Не, я думаю, инди-проекты останутся и будут пользоваться своей популярностью. Кто-то из них будет, как и Балатро, получать невероятные лавры славы и так далее. Но мне кажется, здесь даже не сильно что-то изменится относительно текущего момента. Сейчас тоже есть огромная индустрия, есть инди-разработка. При этом вот, у тебя есть различные AAA игры и так далее, но Game of the Year получает инди-разработка. Мгм. Появятся также различные, ну, и сейчас, наверное, есть, и появятся различные платформы, которые как раз дистрибуцируют именно инди-разработчиков. Нам с тобой знакомы, например, не по геймдеву, это Product Hunt Мгм. какой-то, то же Мгм. самое для стартапов, которые борются с бигтехами. Вот. Ну, мне кажется, здесь история точно такая же. Да, 80, 99, 95% рынка будет у больших корпораций. Не знаю, кстати, какая их доля сейчас. Но 5% будет за инди-разработкой, верю в них. Мне Опять же, потому что каждый геймдизайнер, каждый продакт-оунер — это потенциальный человек, который предприниматель, который хочет создать свою игру, у него есть Мгм. концепция идеальной игры, и Мгм. ему нужно выплескивать это наружу. Куда-то. Вот, поэтому инди-разработка точно никогда не умрет. Я думаю, будет так же успешно, как сейчас. Я думаю, она станет больше того. Я думаю, станет успешнее, потому что у инди-разработчиков есть гибкость и смелость. Шанс на ошибку, ну, страх перед ошибкой меньше. Потому что, ну, они не корпорации, им не нужно там перед инвесторами отчитываться. А, Поэтому они могут пробовать себя в разных местах, и при этом, как мы сказали, благодаря Яю, они могут быть более мультидисциплинарными. Вот даже сейчас недавно был этот демка, как уже автогенерируются миры с помощью AI.
пока еще там начально, я не помню, там 10 секунд или минуты они могут так делать, но уже создается это. И получается, что сейчас один человек на вайп-кодить... Может игру полноценно. Да, потом по своему вижену, как это делать. Поэтому я думаю, что не, наоборот. Вот я бы сказал, что Наоборот, разработки ждет расцвет. Расцвет. Мгм. Ну и вот если вот проводить аналогию со стартапами, мне кажется, что инди-разработчики, они должны думать еще и о том, что даже если у тебя игра не удалась, это может быть следующий шаг к чему-то. Может быть, тебя заметят, да, и пригласят тебя в какую-нибудь компанию. Или, может быть, у тебя появится дополнительный опыт, чтобы сделать следующую игру лучше. Ну, как вот в стартапах все происходит, да? Именно так. Или тебя купят, я не знаю, там, или еще что-то произойдет. Почему нет? Ну, однозначно, это неудачный запуск игры, это никак не может быть негативным фактором. Это всегда только позитивный. Негативный только в том, что если ты с дуру квартиру заложил, на это рекламу купил. Так, типа, не делайте. Не надо делать. Не надо так делать, да. Особенно, когда вы делаете первую игру. Старайтесь использовать различные бесплатные каналы, типа инфлюенсеров и так далее, Reddit и тому подобное. Но в любом случае, самое главное для меня, что пэт-проекты, что инди-разработка, это опыт, который человек получает. И этот опыт он может уже экстраполировать при переходе как оффер в большие компании. Когда я даже нанимал различных ребят, если я узнавал, что у них есть пэт-проект, для меня это было дополнительным плюсиком, потому что я понимаю, что человек уже на самом деле набрался опыта вон там, и у него есть желание вот развиваться и копать различную мультидисциплинарность, как мы говорим, вокруг себя. И сейчас это будет даже проще, поэтому даже, ну, как говорят, кто сказал это? То, что у меня было не 10 тысяч ошибок, а 10 тысяч шагов на пути к моему лучшему проекту. Ну, что-то знакомое, да, я не такое. помню кто, но это классная, кстати, история. Да, потому что страх ошибок, он, конечно, притормаживает многих людей, и мне кажется, зря. Потому что даже тот же самый пэт-проект, я знаю, что некоторые люди не начинают делать пэт-проект, потому что боятся, что нет, что-то не получится и так далее и тому подобное. Ну, окей. Смотри, интересно, вот у тебя такой вот опыт и переход, но ты сейчас себя кем больше считаешь? Все-таки ты сейчас в гейм-индустрии или ты человек из продукта, который пытается изменить гейм-индустрию? Какой красивый заголовок могу получиться. Человек из продукта, который хочет изменить гейм-индустрию. Так и назовем подкаст. Я сейчас очень за этот год глубоко проникся как раз геймдевом, поэтому я уже человек игровой индустрии, и мне очень как раз, ну, из-за того, что я целый год изучаю как раз поведение наших игроков, поведение конкурентов и так далее, мы проводим исследования конкурентов, именно плей-тесты и так далее, и понимаем, где у кого какие-то разные механики. Я уже довольно много чему поднаторел, и типа очень близок мне геймдев, и на самом деле я даже думаю, в случае, если я когда-то уйду из геймдева, не будет ли у меня дропа эмоционального, потому что, ну, то есть здесь ты напрямую работаешь с эмоциями, с комьюнити, что очень важно. У нас 1 миллион подписчиков на YouTube, люди активно обсуждают каждый день игру. И ты читаешь, ты смотришь? Я читаю, я смотрю на YouTube стримы, читаю Telegram, читаю Facebook, и это очень важная часть, которая мне очень нравится в геймдеве. И вот я безумно рад, что мне сделали оффер из Nexters, потому что мне удалось как раз до этого прикоснуться, и теперь я человек геймдева. Но я не могу отрицать, что я человек геймдева, который с продуктовым опытом и пришел здесь сделать революцию. Конечно. Отлично. Слушай, мне кажется, хорошее завершение разговора. Спасибо тебе большое, что нашел время, пришел, поделился опытом своим. Спасибо, кстати, что еще и выступил вчера. Супер, был Тебе классный доклад, потому что я смотрел там, как люди с интересом слушают и радуются. И, в общем, очень здорово, что ты делишься, что-то такое открытое, это очень вдохновляет. Спасибо. Спасибо, что пригласил. Было круто, и, как я тебе говорил, это мой первый видео-подкаст. Ну вот, классно все было. Все, всем пока. Всем пока. Спасибо.